Истории инки из Лапландии. Огненный демон и шаманка инка. Легенда о равновесии. Часть 3. Шаманка инка шагнула вперед. Ее шаги звучали, как шепот весеннего ветра над влажными мхами тундры. Лабиринт растаял, словно утренний туман, уступая место огромной пещере в скале, где воздух дрожал от невидимой силы, а стены, покрытые сияющими рунами, отражали мягкий свет неизвестного источника. Запах талой земли и первых весенних почек наполнял пространство. В центре пещеры возвышалась величественная статуя орла. Его крылья, раскинутые в вечном полете, словно были высечены из прозрачного льда, который искрился под светом, как снег под первыми теплыми лучами солнца. Глаза орла, янтарные и глубокие, отражали мудрость веков и сияли, словно капли смолы на пробуждающейся сосне. От статуи исходило чувство покоя и безграничной мощи. Внезапно тишину прорезал глубокий голос, раздавшийся отовсюду, из воздуха, из земли и даже света. Твое второе испытание — испытание мудрости и интуиции. Скажи мне, шаманка инка, что видит орел, парящий над миром? Инка закрыла глаза, и ее дух, подобно весеннему ветру, поднялся вверх. Она ощутила, как ее тело становится легким, как будто сама природа подняла ее ввысь. В одно мгновение она превратилась в орла, парящего над пробуждающейся землей. Перед ее зорким взглядом раскрылась великая панорама. Тундра, освобождающаяся от снежных оков, покрытая молодыми побегами трав и лишайников. Серебристые нити рек, несущие талую воду через леса, стада оленей, пробирающихся по еще влажным от снега холмам. Она чувствовала дыхание земли, слышала, как ледяные глыбы в реках медленно уступают теплым потокам, как почки деревьев раскрываются, вбирая в себя солнечный свет. Но за пределами видимого, сквозь ритм природы, она уловила нечто большее, тонкую магическую нить, связывающую все вокруг. Эта нить, тонкая, как солнечный лучик на утреннем инее, соединял землю и небо, корни деревьев и далекие звезды, дыхание зверей и шепот ветра. Она была единством, которое невозможно разрушить. Инка открыла глаза, и ее голос прозвучал мягко, но уверенно. «Я вижу нить, соединяющую все живое. Она связывает землю и небо, воду и огонь, рождение и уход. Она дыхание весны, ее песня, ее жизнь». Статуя орла озарилась теплым золотистым светом, словно оживая. Голос снова раздался, но теперь он звучал мягко, почти ласково, как первый теплый ветер, приносящий перемены. «Ты постигла суть. Видеть не просто наблюдать. Видеть значит чувствовать единство. Прими этот дар, мудрая шаманка инка». Инка склонила голову в благодарность. Ветер, пахнущий свежей землей и первой молодой листвой, ласково коснулся ее лица. За выходом ее ждали новые тайны, но теперь она знала, природа всегда будет рядом, ведя ее вперед. Инка продолжила свой путь по пещере, скрытой в недрах древних гор.
Ее шаги эхом отдавались в воздухе, пропитанном магией, и с каждым шагом она приближалась к следующему испытанию. Вскоре ее взору предстала статуя медведя. Это был тот самый медведь, древний дух и хранитель леса, который явился в ту роковую ночь, когда лес впервые заговорил о беде. Именно он поведал Инке о демоне огня, существе, пробудившемся в недрах земли и пожирающем все живое, оставляя после себя лишь пепел и отчаяние. Тогда же он оставил на земле знак амулета, способного помочь ей одолеть это страшное создание. Величественный и неподвижный, он возвышался над ней, словно сама тундра, воплощая силу, стойкость и защиту. Его глаза блестели, как звезды на весеннем ночном небе, а лапы, казалось, могли расколоть саму землю. В воздухе раздался знакомый, глубокий голос, сопровождавший ее в пути, но теперь он звучал сдержанно, словно испытывая ее. «Перед тобой медведь, хранитель земли и лесов, воплощение мощи, мудрости и ярости в защите родного края. Скажи мне, шаманка Инка, что готова защищать ты?» Инка закрыла глаза, и ее сознание заполнили образы. Она увидела родные тундры, пробуждающиеся от зимнего сна. Бескрайние просторы оживали, первый молодой мох пробивался сквозь снег, капли талой воды стекали по камням, северное сияние, словно лента богов, еще танцевало в ночном небе. Она увидела стадо оленей, осторожно ступающих по оттаившей земле, слышала звонкие голоса своего народа, поющих древние песни у костра. Но затем образы сменились. Она почувствовала порыв холодного ветра, несущего разрушение, увидела огонь, пожирающий леса, услышала гул чужих шагов. Враги, ведомые огненным демоном, вторгались на ее земли с жадностью в глазах. Они стремились забрать тепло ее народа, уничтожить песни, разрушить саму суть ее мира. Ее сердце наполнилось болью, но вместе с болью пришла решимость. Она открыла глаза, и ее голос прозвучал твердо, словно скала под ногами. Я защищаю свой народ и свою землю. Я защищаю их от огненного демона, что хочет забрать тепло наших душ, от пламени, что стремится сжечь наши леса, от тьмы, пытающейся поглотить нашу песню. Моя жизнь — часть земли, и я буду защищать ее до последнего вздоха. Статуя медведя вдруг ожила. Его глаза засияли ярким светом, а голос наполнил зал древним эхом. «Ты говоришь не словами, а сердцем. Ты понимаешь, что защита — это не только ярость, но и любовь. Прими мой дар, шаманка Инка. Пусть сила земли и дух медведя живут в твоем сердце». Инка поклонилась медведю и отправилась вперед. Весенний ветер, наполненный запахом талой воды и влажного мха, ласково коснулся ее лица. Она чувствовала. Она чувствовала, как ее связь с родной землей крепнет, а ее дух становился все сильнее и сильнее, готовый к битве за свой народ.
Шаманка Инка вошла в следующую пещеру, укрытую глубокими тенями и переливами магии. Воздух вокруг был густым, как туман, и, казалось, сам лес затаил дыхание. В центре пещеры возвышалась статуя змеи. Ее извивающееся тело, вырезанное из черного камня, будто оживало в отблесках таинственного света. Глаза змеи переливались всеми оттенками северного сияния, пронизывая взглядом душу инки. Шаманка остановилась, ощущая силу, исходящую от каменного стража. Она знала, это испытание проверит ее мудрость и интуицию, способность различать истину и обман, видеть скрытое под покровом иллюзий. «Добро пожаловать, дитя земли и неба!» Зашипела змея. Ее голос был мягок, как шепот ветра, но в нем скрывалась древняя мощь. «Ты осмелилась войти в пещеру загадок? Сможешь ли ты разгадать тайны, спрятанные в глубинах твоей души?» Змея подняла голову, и в ее глазах заплясали огоньки. Голос звучал прямо в сознании инки, будто эхо далеких звезд. «Что может быть длиннее, чем тьма полярной ночи? Что может быть короче, чем миг северного сияния?» Инка прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания о своей земле. Она увидела долгую полярную ночь, но знала, что и она уступает перед вечностью времени. Длиннее тьмы ночи — воспоминания предков, а короче северного сияния — дыхание мгновения, — ответила она. Ее голос прозвучал уверенно, как песня ветра над тайгой. Глаза змеи засветились ярче, и она задала следующий вопрос. «Что сильнее ледяного ветра, но мягче мха в тундре?» Инка почувствовала, как ее сердце отзывается на эти слова. «Сильнее ветра — любовь к своему народу, а мягче мха — слова утешения», — сказала она. Змея замерла на мгновение, будто впитывая ее ответы, а затем произнесла: «Последний вопрос, шаманка Инка, дитя земли и неба. Что связывает все живое на земле?» Инка вспомнила слова мудрого филина Юки, звучавшие в ее сердце как шепот самого неба. «Все живое соединено дыханием природы, магической нитью, что тянется от звезды к звезде, от дерева к камню, от сердца к сердцу», — ответила она. Тишина наполнила пещеру. Затем голос змеи зазвучал вновь, мягко, но с благоговением. «Ты прошла испытание мудрости и интуиции. Ты шаманка Инка, дитя земли и неба, видишь дальше, чем глаза, и чувствуешь глубже, чем сердце. Но впереди тебя ждет нечто большее, испытание духа
и воли. Готовься, инка, ибо лишь достойный может обладать амулетом стихий. С этими словами глаза змей погасли, а зал наполнился мягким светом. Дверь, ведущая дальше вглубь волшебной горы Саана, открылась. Инка склонила голову, благодаря древнего стража, и шагнула вперед, готовая встретить новые испытания на пути к спасению своей земли.